Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ. Как оказалось, здесь тоже делают дома на колесах, но так как это Сургут, то и техника здесь есть соответствующая, приспособленная к местным погодным условиям. Вашему вниманию, вот там в ангаре, сейчас посмотрим, Pinzgauer 712. Те, кто знает, те знают, но теперь это дом на колесах. Что к чему, обзор, поехали. Давайте сразу туда. Середина лета, сейчас. Плюс 10 градусов. Фух, красавец, правда? Погнали! Итак, находимся в гостях у компании Север Автодом. Ребята занимаются автодомами, как оказалось, уже более 10 лет, а мы только позавчера о них узнали. Вот что пишут на сайте. Они делают проект на базе полноприводных Kia Bongo, автодома на базе автобусов, и интересно, надо будет посмотреть, а также автодома-прицепы. Девиз компании звучит так: там, где действительно интересно, дорог уже нет. И этот автодом, этот проект отвечает этому девизу на все 100%. Прямо сейчас перед нами автодом, созданный на базе автомобиля Pinzgauer 712. Это вездеход, созданный австрийской компанией Steyr Daimler Puch по заказу швейцарской армии. Год выпуска 1981, и это бывший военный медицинский автомобиль. Сборка этого проекта заняла, внимание, 2,5 года. Но тут есть очень простое объяснение. Ребята никуда не торопились, потому что это не автомобиль под заказчика, они просто строили это ради интереса. Сейчас они говорят, если строить такое вот по новой, можно сделать за 6 месяцев. То есть, если вам нужно что-то такое, но в другом исполнении, вдруг, да, то есть вы закажете, за полгода вам построят такой же, или даже лучше. Как все это происходило? То есть, как происходила вся процедура превращения Pinzgauer в автодом? Оригинальный кузов, кстати, вот он стоит, давайте быстро покажем. Кстати, в идеальном состоянии, 40 лет вот этому кузову, там даже мебель внутри есть, та самая. О, открыто. Он в продаже, если вдруг вам нужен дачный домик австрийский, сделанный по заказу швейцарской компании, вот, пожалуйста, продается. Так вот, этот модуль сняли. И дальше начали строить новый. Каркас здесь из алюминия, обшит алюминиевым листом. Но самое интересное, что по раме и подвеске практически ничего не делали. То есть настолько хорошо сохранилась основа, что даже ржавчины практически не было. И все вот болтики были практически как новые. Идеально выкрутились и где-то что-то там подрихтовали. Но каких-то изменений минимум. Практически все здесь оригинальное. Правда, поменяли движок, потому что до этого был атмосферный двухкарбюраторный движок. Ну, сами понимаете, устарел, мягко говоря. Поставили движок от Nissan TD27, 134 лошадиных силы. Самое интересное изменение касается рамы, потому что оригинальной рамы не хватало, чтобы сделать вот такую большую будку, чтобы было комфортно внутри. Раму немножко растянули вширь, добавили по 10 сантиметров слева и справа. Итого у нас сейчас ширина 1,9 метра, длина 5,15 и высота 3 метра. Да, высота здесь приличная, то есть сразу бросается в глаза, но что касается длины и что касается ширины, это практически те же габариты, что и Toyota Land Cruiser 200. Вес машины 3 тонны 40 килограммов, то есть меньше 3,5 тонн, официально категория Б. Ну и главное, что хочется отметить, это клиренс 45 сантиметров. Проходимость у машины просто какая-то невероятная. Дадим небольшую нарезочку. Но давайте посмотрим, что по кругу. Спереди лебедка. Здесь все, конечно, красилось, что-то переделалось, фары новые, но в целом элементы очень узнаваемые. Поставили люстру, 4 фонаря, зеркала, регулировка, сами понимаете, ручная. Раз, два. Дверь. Сейчас еще пока не подглядывайте. Там внутри гораздо интереснее, чем мы думали. Вот зайдем посмотрим. Здесь небольшие отсеки для хранения. Есть отсек для хранения вот здесь вот. И это самый интересный отсек, потому что он отапливается в таком неожиданном месте, но открываем, и вот куча пространства, можно какие-то удочки положить, что-то длинное, то убрать, и это отсек, повторимся, с отоплением. Лестница, солнечная панель, да, и кондиционер. Еще один отсек вот здесь. Здесь кассета туалета. Это что такое? Газовый баллон. Вот, 2 штуки. Заливка чистой воды. Так, кабина. Открываем. Ну, вот у вас буханка, натурально. Нифига себе, угол раскрытия двери, посмотрите. Удобнее, чем в буханке, кстати. Там форточка, а здесь так сдвигается. И, ну, прям один в один. Немецкая у вас буханка. Ну, вылезать так же неудобно, как из буханки. То есть вот я сижу, хочу быстро вылезти и уперся сразу вот в эту вот стойку. Вот, это все расстояние для ноги. Нужно вот так вот аккуратно пролезть. Аккуратно.
рекламная пауза и заходим внутрь. Внутри сделали очень интересно. Для таких габаритов это целая маленькая квартирка. Автодом может существовать от минус 40 до плюс 40. Они говорят, что официально. Ну, так говорят, но мы еще спросим. Добро пожаловать. И главный тест. Ровненько. Ну, во-первых, довольно просторно. Да, согласитесь, для габаритов Toyota Land Cruiser мы находимся. Вот, пожалуйста, ходим туда-сюда. Можно сразу начать критиковать, что-то там колхоз, цвета, что-то не понравится. У ребят никакой там завод здоровенный, да, красиво делают. У них вот небольшое производство, это их даже не основной бизнес был. Они просто параллельно делают дома на колесах. И вот эта вся мебель, она самодельная. Каркас из алюминия, ну, выбрали вот такой вот оранжевый цвет. Во-первых, вот гостевая зона. Зашел, сразу сел, можно как-то что-то делать и проводить здесь время. Стол опускается, превращается в кровать. Это детская двухместная кровать. Это официальные места, на которых можно ехать. И самый кайф, видите, да? Был. И мы уже вот здесь. Пожалуйста. Дизель. Турбо. ТД-27. Посидели здесь, да, остановились, вышли, перелезли сюда, сели. Это доступ к аккумуляторам. Также это рундучок. Можно что-то здесь хранить. Кухня. Газ. 2 конфорки, раковина. Ящик раз, 2, 3, 4 ящика. Снизу еще один ящик. Холодильник. Где? Пожалуйста, холодильник есть. И вот, слушай, как-то тут ящиков не пожалели. Вот еще один. Еще вот здесь. Вот раз. И еще одна такая же. Вот еще ящик. Вот еще и вот еще. И, блин, слушай, тут как-то ящик прям какое-то королевство ящиков в этом автодоме. Вот еще один. И как вы думаете, что в этом ящике? А там еще один ящик. Смотри, вот еще один. Микроволновочка вот здесь вот. И вот там еще небольшое пространство для хранения, лежит чайник. Вот самое интересное. Вот мне прям очень было интересно, как поместился душ и туалет в такой компактный габарит. Много ли там места? Посмотрим. Готовы? Ух ты! Класс! Представьте, у вас в Land Cruiser туалет с душем. Да, это раковина. Это слив, как в американском поезде. Помните, мы тестировали? Вот по ночам только такие звуки слушать. По такому же принципу работает, то есть здесь умываетесь, потом раз, и вода сливается туда. И тут вы, конечно, спросите, а где кровать? Спать-то где? Ну, с детским местом более-менее понятно. Это опускается, подушки кладут сюда, расстелили, снова меняемся. Снова, а что такое? Это отопитель? Да? Да, вот. Это печка такая. А это типа прихожая. То есть сюда вешаем одежду, и она сушится над отопителем. А что, логично? Точно, слушай, а я думаю, как-то странно сделано, то есть столько места, а с другой стороны, да, мы же на севере, да, то есть вот, летом 10 градусов, ливень, вон там дождь идет. Так вот, кровать, это она. И... Так, ну... Ну, можно сделать вот так. Нормально. Хозяин этого всего автодома ростом ниже. Ему здесь лежится идеально. Все, теперь нормально стало. Раз, у нас окно. И два, второй человек лежит здесь. Так, ну и главный вопрос. Как все это едет? Сейчас позовем Олега, посадим его за руль, он нас прокатит, покажет, что там эти все ручки означают. И посмотрим, как оно все едет. Они недавно ездили на нем в Курган. Вот на этой машине, вот буквально только что она приехала. 1000 туда и 1000 обратно. Как видите, все на месте, не развалилось. Посмотри, даже можно кровать не складывать. Вон прям раз, вышел, зашел. Скос сделали, идеально. Прям ботиночки тепленькие снял с печки, надел, пошел на рыбалку. Тест-драйв, погнали. Ну, у вас и лето, мягко говоря. Это лето называется? Да. И живем. Опа! Здрасте, еще раз. Спасибо, что нашли время. Можно быстрый вопрос? Да, конечно. Вот это что такое? Это идет блокировка межосевого межколесного дифференциала. То есть у него в колесная формула 6х6. Да. Через гидравлику блочится, например,
между тележки между собой. Так. И задняя тележка блокируется, и передняя тележка блокируется. И все 6 колес независимо начинают крутиться. То есть это вот стоковое все, как вот было, как Это задумано. именно, да, это его родная как бы черта, именно 6/6 формула. Все 6 колес независимые, на независимой подвеске, и плюс они все 6 блокируются. Интересно. Чисто механически. Ну, заводите. Тут постарались максимально оставить родовые черты, то есть эта панель у него родная, даже вот ручник вот такого образа. Это ручник? Это ручник, да. Кочерга такая. Да, то есть это его родовая черта именно. Обзорность какая роскошная, а? Здесь кабина расширена на 20 сантиметров. То есть в заводском исполнении вот это сиденье с правой стороны, оно где-то чуть больше 30 сантиметров шириной было. А, так стоп, вот это тоже часть расширена была? Это все расширено, да, полностью. То есть с каждой стороны добавлено по 10 сантиметров. Расскажите вкратце, пожалуйста, о себе. Вы по образованию, по профессии? По профессии у меня есть высшее образование в технической части, это проектирование, эксплуатация и производство нефтегазопровода, нефтегазохранилищ, то есть в нефтяной сфере. Интересно. До этого занимался, работал, да. А потом со временем уже что-то пытаешься найти другое. А почему? Если секрет. Хочется развиваться, хочется как-то дальше двигаться вперед. Но вы себя нашли вот в этом строительстве автодомов? Да, это именно началось как хобби. То есть для себя мы не могли найти машину, на которой можно съездить на рыбалку. Так. Потому что основная у нас рыбалка, выезды, это все-таки зима. Началось эксперименты с отечественного автотранспорта. Соболь первый был у нас. Ага. Первый Соболь, мы на нем полгода промучились, поездили. В смысле промучились? На одну рыбалку, например, съездил нормально, на вторую уже тебя везут на веревке обратно. Постоянно все сыпалось, постоянно гремело, гудело, нет кондиционера. Так. Ну и ездовые характеристики все-таки у него не очень хорошие. Что-то у вас с ливневками проблема какая-то в Сургуте. Просто дождя очень много. А вы местный сам? Да, здесь я уже около 40 лет живу. Нравится? Да, город хороший, город чистый, город небольшой, спокойный. А клиенты есть вот для под такую технику здесь? Ну, у нас в Сургуте, наверное, 5 или 6 моделей только остались. Все остальные уехали по разным частям страны. У нас на Алтае ездят машины, есть в Астрахани, в Саратове. Сколько вы уже сделали автодомов? Именно как автомобилей, да. Серьезно? Это официально вот такая конструкция? Да. Дворников? Да. То есть мотор здесь? Да. Именно Да. автомобилей больше 10 штук. Но мы делаем все, видите, то есть не серийно, мы делаем каждую машину по-своему. То есть они все не похожи друг на друга. Вот в этом именно и интерес, что создать что-то новое, придумать что-то новое. Даже вот с этим автомобилем, подобного класса автомобиль Б-категории с такими характеристиками, его просто не существует в природе, просто не существует. А вот эта машина, она как здесь оказалась? Где вы ее взяли? Она приехала к нам из Иркутска, то есть мы туда поехали, купили ее у человека и пригнали сюда. И начали с ней работать. Почем взяли? Около 2 миллионов, чуть-чуть там побольше было, да. За Пинсгауэр 2 миллиона? Да. А в каком состоянии был? В хорошем? Она ехала, она сюда доехала вполне спокойно, но переделок потребовалось, конечно, большое количество. Это все полностью сделано самостоятельно уже. Нет, вот это вот, оно же было? Нет, оно стояло вот здесь снизу, здесь были снизу дворники, но снизу они здесь неудобно были расположены. А, стоп, вы это сделали сами? Да, здесь даже вот стекло, вот оно расширено, видите, вот. Да, вижу. Это вот. вставка, да. Здесь практически все новое, осталась ходовка только. Мы ее обслужили, мы ее посмотрели, что с ней все хорошо, все в порядке. Что-то поменяли, те же амортизаторы, там, какие-то детали, запчасти, там, сальники и все остальное в рабочем состоянии. За 40 лет с ней ничего не случилось. А верхнюю часть мы просто убрали и построили заново. Это все практически придумывалось на ходу уже потом. Ага. Нарисовали концепцию, то есть посмотрели, как люди будут сидеть, что мы можем здесь сделать. И по ходу уже заказали комплектующие и пошли делать. Первоначально, когда этот автомобиль, например, увидели, подумали, какой он маленький. То есть мы рассчитывали на что-то большее изначально. Так. Вот его небольшой размер оказался, в принципе, его и плюсом. Потому что вес получился 3 тонны ровно всего лишь. Такой комплектации с водой, то запас топлива больше, чем на 1000 километров. На 1000 километров? Да, здесь топливный бак 130 литров.
И вот сейчас до Кургана его как раз хватило. Это 1000 с копейкой километров было. Вот эта вся конструкция, это у вас что-то новое, правильно понимаю? То есть вы раньше такое не делали, не строили? Такого нет. Вот алюминиевые вот эти вот. Однообъемниковой работы с алюминием не было. То есть на этой машине мы практически тренировались. Откуда вот у вас знания вообще появились? Откуда вы там изучали опыт какой-то или разбирали там какие-то другие автодома? Опыт только с практика. Только практика. То есть сделали машину, поехали, посмотрели, что получилось. Ага. Поняли, что переделать, следующую сделали по-другому. Вот для себя мы уже поменяли, по-моему, 4 или 5 машин уже, которые именно мы делаем что-то, год-два эксплуатируем, смотрим, что не так, меняем что-то в конструкции, опять эксплуатируем, опять смотрим. То есть на этой машине можно заехать в лес, заглушить ее. Так, вот, кстати, по поводу автономности, насколько аккумуляторов? В зимний период, если не работают солнечные панели, где-то хватает дня на 4-5. Ничего себе. Не заводя машину. Если работает летний период солнечная панель, то практически бесконечно. Бесконечно. Да. Вас гаишники останавливают? Да вы знаете, практически постоянно. Но они просто смотрят, давайте хоть посмотреть, что внутри. А серьезно, То есть ради такой интереса? вопрос, да. Ну, по-хорошему, сейчас ведь та же «Газель» новая, там и двигатель вроде неплохой, коробка неплохая. Ну, то есть есть варианты? Или вы принципиально решили вот взять старую проверенную технику? Нет, это именно проект сделался на эмоциях. Фактически на эмоциях. То есть было интересно, что можно сделать. Ну, такие эмоции вам не дешево обошлись, 2 миллиона только база. Сколько вы вложили вот в остальное? Ну, здесь только по материалам, без учета работ и оборудования, больше 5 миллионов вложено. У вас он сейчас в продаже, насколько я помню, за 15 миллионов. Да, совершенно верно. Но это не дешево, на Это первый не взгляд. дешево. Ну, я считаю, что все-таки это эксклюзивный вариант. Так. Это не поточная работа. Может быть, где-то это выглядит и дорого, но, например, если найдется хороший покупатель, в любом случае будет торг, разговор по цене. А сказать сейчас, что, например, выставить на продажу его за 8, например, или за 7 миллионов, но в любом случае скажут дорого. То есть здесь, вот у нас Бонка сейчас стоит за 4 миллиона на продажу. О, и то звонки идут и говорят, а вот как бы вот может там подешевле, там. Ну, как обычно. Да, может какие-нибудь там обмены придумать можно там. То есть от цены не зависит. Это если человек захочет это, он это купит. Если не захочет, то не купит. Большой ли у вас коллектив? Семейное у нас предприятие очень маленькое, то есть мы работаем вдвоем, это отец моей супруги и я. То есть вот эту машину сколько человек строили? Двое? Эту машину строили 2 человек, плюс если при необходимости 2-3 подсобных рабочих мы нанимаем на какой-то определенный период работы. Так. А все остальное время мы делаем сами. Ну а расшириться? На тот же Казахстан, вот вы сказали, там... Расшириться, в принципе, не вопрос. У нас тут и были предложения от губернатора нашего Ханты-Мансийского округа. Но эти же, например, 10 автомобилей в год, которые мы сможем сделать, вот через полгода можно организовать на своих площадях, на своих мощностях. Я, в принципе, готов там свои деньги вложить, там все это в оборудование, не вопрос. Ну а потом куда этих 10 этих машин, куда их нужно деть куда-то? А вы думаете, в России нет? Не будет сейчас такого спроса? Он будет вообще в России? Будет спрос, если будет прокат. На продажу не будет. Но прокатную сеть это должны строить другие люди и должна все-таки быть здесь заинтересованность властей. А ее сейчас пока не очень много? Ну, пока только обещания, пока только разговоры и грамоты. Грамоты? Да. За следующий проект, за какой планируете браться? А вот стоит вот этот фургончик, который мы сняли, да. Мы с него хотим сделать на больших колесах, тоже экспедиционный прицеп. Ага. То есть уже все закуплено, и на следующей неделе я вот займусь этим. Но это будет очень бюджетный, небольшой, там в районе там, 500, может 600 тысяч стоимости он выйдет. Автодом за 500 тысяч? Это будет не автодом, это будет автокемпер. Автокемпер? Да. И как думаете, через сколько будет готов? К концу лета будет готов. А вы же хотели его продать, по-моему. Да, я выставлял его на продажу, но он, таких машин именно в России можно, в принципе, пересчитать, которые ездят, на пальцах 2 рук, наверное. Так. Их завезено, если не ошибаюсь, за все время меньше 100 штук. Ага. За все время эксплуатации. Так. А на ходу сейчас осталось, может, десяткам, 1,5, может, 2, которые эксплуатируются. И, в принципе, он никому не нужен. Хороший фургончик, он полностью стеклопластиковый, герметичный. Так.
И опять же, 81 года выпуска, качество немецкое. Ну, надо его куда-то придумать, что-то с него сделать. То есть будет автодом, еще один. Да, Ну, вы нам позвоните, пожалуйста. обязательно. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Ребятушки, вот такой вот необычный автодом, честно говоря, один из самых интересных проектов, которые мы когда-либо видели. Называется Pinzgauer, совсем недавно о нем узнали, оказался интереснейший образец. 6 на 6 переделанный в автодом. Теперь вернемся к цене. 15 миллионов рублей. И вы такие, о, ну как обычно, да. Но это же эксклюзив. Таких в мире, наверное, вообще нет, ну в России уж точно. Единственный такой экземпляр. Но Олег сказал, что если покупатель будет хороший, он готов обсудить цену. Все контакты оставим внизу и с удовольствием почитаем ваш комментарий. Привет из Сургута. Лето в Сургуте, честно говоря, довольно специфичное. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.